Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы с вами продолжим проходить такую игру, как Spellforce The Order of Dawn. На очереди 4-я карта Зеленолистье. Прибыв туда, мы сразу натыкаемся на малый отряд уртанцев, который сильно удивлен здесь вашему присутствию. Для начала не надо к ним идти, нужно на склонах, прямо над этим отрядом, лежит погибший друид эльфов. Заберите ее имущество. После спускаемся к отряду и разговариваем. Воины сообщают нам, что шансов пройти в Шель нет. Войск Бронигана множество. Но вы ведь воин рун. После этого вас направляет к храму служения людей. Но в первую очередь вы что делаете? Вы не активируете никакой храм, не идете к храму служения людей, а направляетесь к храму героев. По пути уничтожая абсолютно всю живность сразу, чтобы она вам не мешала впоследствии, когда вы начнете строить базу. Вызываете героев и уничтожаете окончательно жучков-паучков на пространстве между храмом героев и храмом служения людей. После начинаем строить базу и войска, но не переходим в атаку. Строим арбалетные башни и ждем, поднимаем уровень. Построив хотя бы 20-25 воинов, нападаем на маленький вражеский лагерь на западе от храма служения. Но не подходите к горам, иначе на нас попрут толпы. А араи у нас нет, как и оборона. Уничтожаем лагерь, строим пару башен для защиты и начинаем собирать араю. Либо вы можете не делать этого, собрать полностью армию 40-50 воинов, или понастроить очень много башен и воинов столько же построить и просто ждать, пока враг не перестал наступать толпами. Поначалу он будет наступать по одному, по два, по три, потом целые толпы, и пока снова по одному, по два не будут нападать на вас, можно не переходить в наступление. За этот период вы получите огромное количество опыта, и вы уже серьезно обгоните человека, который качается более быстрым способом. Собрав армию в 40-50 воинов, переходим в наступление. Громим после этого лагерь гоблинов, после того, как нас заметили. Строим пару башен рядом со вторым источником Араи. Строим плавильню и рудник, так как ресурсы нам на этой карте понадобятся. Все это позволит нам иметь хорошую экономику. Обратите внимание, не тратьте сильно Араю, она нам будет нужна чуть позже, после уничтожения следующего лагеря противника. Если вы убили одного из братьев Твонг, то начинается квест про них. Подробности у Инара, но за головы всех братьев у него есть награда. Все братья находятся в Зеленолистье. Далее атакуем первый лагерь и разрушаем его. Делаем паузу для усиления армии, так как в ящике мы находим новые чертежи зданий и войск. Упор делаем на паладинов. Не забудьте заранее их прокачать в большой оружейный, и только после этого их стройте. Улучшение паладинов нужно для противодействия огненным башням у главного лагеря противника. Если у вас есть зерновая ферма, если есть возможность, улучшите титана, а после вызывайте его. Во время добора войск нам необходимо накопить лимит 80 человек. Мы строим пару арбалетных башен. Есть возможность разобраться с одиноким орком в горах, решить вопрос живности возле второго храма служения людей. Плюс здесь нам даются два задания от эльфийки по имени Сильвин Белый Лист. Освободить пленных эльфиек и создать кольцо и шлем. Все ингредиенты находятся прямо здесь. Находим их и получаем новый предмет. Украденные предметы у эльфийки находятся у братьев Твонг. Все остальное, череп тролля, все остальные прочие нестандартные ингредиенты находятся здесь же, в Зеленолистье. Также есть рядом с храмом героем проход на север. Пока не выполняете это задание, пока не выполнили главное на этой карте. Либо направляйтесь туда сразу, но готовьтесь к потерям. И к тому же необходимо построить несколько башен для обороны храма служения и для предыдущей базы противника, чтобы силы неприятеля туда не наступали. Башни можно установить как рядом с башней противника, так и у самого храма. Необходимо минимум 2-3. Там нас ожидают скелеты довольно высокого уровня и их повелитель. Поэтому не забываем после уничтожения их различные выпавшее имущество. Теперь про штурм главного лагеря противника. Штурм нужно проводить в два этапа. Направляем всех воинов прямо к огненным башням противника. Таким образом, максимальное число воинов будут в нужном месте. Будут исцелять и улучшать друг друга. И быстро продавят противника. После распределяемся на разрушение зданий. Героев всех на одну из башен.
паладинов и титанов с пехотинцами на прочие башни, остальные на здания. После уничтожения этой части делаем паузу для пополнения войск. Далее наносим второй удар, зачищаем сначала основную толпу, после разрушаем здания и укрепления. Будьте готовы к потере до 30 воинов. Это уже все-таки настоящее сражение, не то что на предыдущих картах. Не забудьте обойти лагерь противника и забрать все ящики и предметы из погибших. После пополнения армии, или хотя бы если у вас осталось 50 воинов, идем по тропе, которая находится на западе от портала в Шеэль, и нападаем на шаманов-орков. Забираем тот мел, который нужен Габару. Не забудьте уничтожить орка на восточном склоне у входа во вражеский лагерь. У него вы найдете зуб, который можно отдать дантисту из тени для коллекции, а вам для опыта. После всего этого пора разобраться с последним из братьев Твонг и освободить пленных эльфов. Для этого направляем все войска прямо к пленным и уничтожаем. В первую очередь опасных врагов. После возвращаемся к Сильвин и закрываем два квеста, а именно шлем и кольцо и спасение эльфов. Получаем опыт и радуемся. Говорим с Эйнаром про задание «Охотник за головами». Получаем опыт, мы завершаем освобождение зеленолистья, забираем сундучки, но не направляемся в Шеэль. Сначала нам необходимо завершить задание прочими мелочами, поэтому направляемся в тень. Вручаем Габару заветную вещицу, но он от нас не отстает и дает нам потрепанную мантию своего господина и просит отнести ее для починки Танари Швие. Та очень недовольна, ведь она поняла, что именно Габар направил нас к ней, но она соглашается взяться за работу. Нам нужно всего-то 2 мотка необычной паутины, она нас ждет в северных горах ветра. Но до этого нам еще играть и играть. Если вы не разобрались с призраком следопыта, сейчас как раз для этого время. Если забыли, как это делается, то тогда посмотрите предыдущее видео прохождение на карте Элони. Там я все подробно рассказал. И только лишь после этого обходим всех торговцев, если вы не обошли до этого. Покупаем нужные заклятия, если таковые есть. Покупаем новое вооружение, если нужно. Покупаем нужные руны, если вы до этого это еще не сделали. И только после этого перемещаемся снова в зеленолистье и направляемся в Шеэль. На этом мы с вами сегодня обзор карты зеленолистья завершаем. Что я хочу сказать. Человек, который первый раз попадает на эту карту, ему будет крайне сложно, потому что тут действительно множество войск по сравнению даже с картой Элони. Поэтому никуда не спешите, даже если вы не хотите ожидать несколько часов для того, чтобы получить больше опыта. Преодолев каждый этап, уничтожив очередной лагерь, не забудьте сделать паузу и закрепиться, построить хотя бы пару башен, 2-3, а то и побольше. Ресурсов на эту карту предостаточно, поэтому на это вам по-любому хватит. Если вам не хватает на паладинов, стройте тогда пехотинцев. Они, конечно, плохо защищены от огня, но зато наносят своими алебардами бешеный урон по любому противнику и по любому зданию. Поэтому, как альтернатива, это неплохой вариант. К примеру, я когда проходил быстро эту карту, у меня остались еще аж целые отряды новобранцев, которые я заказал в самом начале прохождения этой карты. Поэтому, в принципе, все возможно. Все зависит от того, как вы управляете своими отрядами, правильно ли вы направляете их, правильно ли вы защищаете отвоеванную землю, и следуете ли вы моей инструкции. Ну, на этом я хочу с вами попрощаться. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пишите комментарии, если что-то я пропустил или что-то вам есть добавить, или просто что-то сказать. Ну и с вами был Старый Стратеговод. До свидания, товарищи. До новых встреч.